Let me just make a brief statement. It is good once again to see my friend and partner, Dmitry Medvedev. Я хотел бы сказать несколько слов, очень кратко. Я очень рад опять увидеть моего друга и партнера Дмитрия Медведева. Over the past 2 years, I think that we have built an outstanding relationship, and as a consequence, we've been able to reset relations between the United States and Russia in a way that is good for the security and the prosperity of both of our countries. И за последние 2 года нам удалось улучшить наши отношения таким образом, сделать их настолько выдающимися, что нам удалось действительно перезагрузить эти отношения и сделать так, что это действительно способствует безопасности и процветанию наших стран. We're implementing the new START treaty. Мы сейчас реализуем новый договор СНВ. We're cooperating on non-proliferation, on nuclear security. Мы также сотрудничаем по вопросам нераспространения и по ядерной безопасности, On intelligence and counterterrorism. а также в области контртерроризма и разведки. We're enforcing strong sanctions on Iran. Мы также реализуем санкции очень решительные против Ирана. And we're cooperating on Afghanistan, where Russia has been very helpful in establishing supply lines for our troops there. И мы также сотрудничаем по Афганистану. Россия сделала очень много полезного для нас в плане облегчения направления различных грузов. But our cooperation has extended beyond the security areas. Но наше сотрудничество вышло за рамки сферы безопасности. And much of our discussion today revolved around economics. И в большой степени наш сегодняшний диалог касался экономических вопросов. We're pleased that we've established working groups around issues of rule of law and innovation, both of which are key priorities. President Medvedev, as he continues to modernize the Russian economy. И кроме того, мы создали рабочие группы, которые касаются таких вопросов, как верховенство права и инновации. Это ключевые приоритеты, и президент Медведев продолжает работу в области модернизации. And our teams have been working intensively around the issue of Russian accession to the WTO. И кроме того, наши команды прилагают большие усилия в том, что касается вступления России в ВТО. We think that Russian accession to the WTO will be good for the Russian economy, will be good for the U.S. economy, will be good for the world economy, and we are confident that we can get this done. Мы убеждены в том, что вступление России в ВТО будет положительным фактором для российской экономики, для американской экономики, для экономики всего мира, и мы убеждены в том, что нам удастся этого добиться. And it will be a key building block in expanding trade and commerce that create jobs and benefit both countries. И это будет важным шагом в развитии торгово-экономической сферы, которая создаст рабочие места в обеих наших странах. We also discussed the situation in the Middle East and North Africa. Кроме того, мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке. And shared our ideas about how we can manage the transition process that's taking place throughout the region in a way that enhances prosperity and opportunity for people there and ensures stability and resolves conflicts in a peaceful way. И кроме того, мы обменялись идеями по поводу того, как действительно справиться с ситуацией в этих регионах. Мы говорили об этом переходном периоде, о тех процессах, которые происходят сейчас в этом регионе. То есть мы говорили о том, как добиться того, чтобы наш подход обеспечил процветание и возможности для населения этого региона, и кроме того укрепил стабильность и позволил решить эти проблемы мирным путем. And finally, we continued our discussions around the issue of missile defense. И кроме того, мы продолжили наш диалог по вопросам противоракетной обороны. And we committed to working together
so that we can find an approach and configuration that is consistent with the security needs of both countries. И мы твердо ориентированы на то, чтобы работать вместе над созданием такого подхода и такой конфигурации ПРО, которая соответствовала бы интересам обеих стран в области безопасности. That maintains the strategic balance. Для того, чтобы поддержать стратегический баланс сил And deals with potential threats that we both share. и справиться с потенциальными угрозами, с которыми сталкиваются обе страны. We look forward to, obviously, additional discussions with the Russian president in the G8 context around the world economy, world finances, issues like nuclear security. But I just want to emphasize that my interactions with President Medvedev have always been excellent. I think that he is doing fine work in moving Russia forward on a whole range of issues, and I appreciate the excellent cooperation that's been established between our governments. And so, Dmitry, it's good to see you again, and I look forward to our work over the next day and a half. И кроме того, я хотел сказать, что мы надеемся продолжить этот диалог в контексте Большой Восьмерки. Мы будем продолжать обсуждать вопросы, связанные с мировой экономикой, с мировыми финансами, а также с вопросами, связанными с ядерной безопасностью. Но тем не менее я хочу подчеркнуть, что взаимодействие с президентом Медведевым всегда было очень хорошим, всегда было выдающимся. Он действительно делает очень много хороших, полезных вещей. Он делает многое для того, чтобы Россия продвигалась вперед по широкому диапазону вопросов. И, кроме того, укрепляется сотрудничество между нашими правительствами. Итак, Дмитрий, я очень рад опять вас видеть. Мой коллега и политический партнер Барак Обама сейчас абсолютно точно рассказал о тех вопросах, которые мы рассматриваем в ходе нашей сегодняшней встречи. Но я хотел бы сказать о том, что я действительно удовлетворен тем, как складываются наши отношения, и это имело прямые последствия для развития межгосударственных отношений между Россией и Соединенными Штатами. My counterpart and political partner Barack Obama has just precisely covered the issues discussed by us during the meeting. But I would like to also emphasize that I am satisfied with our personal relationship that helps us advance the relations between our two countries. Я считаю, что за последние несколько лет мы действительно сделали многое для того, чтобы наши отношения стали другими. Well, over the last several years we have done a lot to make our relations different from what they used to be. У нас есть все шансы для того, чтобы сохранить этот позитивный тренд. And we stand high chances to continue this positive trend and develop it further on. Но для этого нужно работать много и работать в том великом ключе, который существует сегодня между президентами. But it requires a lot of effort, and it requires continuing in the same vein, full of trust, with relations full of trust between the two presidents. Это не означает, что по всем вопросам мы встали на единые позиции. Это невозможно. Да, наверное, к этому не обязательно стремиться. It does not mean that we have common views and coinciding views on all the issues. It's impossible, and I believe that it's not worth trying. У каждой страны всегда будут свои национальные приоритеты. Each and every country is sure to have its own national priorities and interests. Но от наших отношений многое зависит. But a lot depends on our relations. И с точки зрения поддержания стратегического баланса сил в мире, It's about the maintaining the strategic balance of forces on our planet. удалось этот баланс сохранить, и, на мой взгляд, после заключения договора об СНВ он стал лучше. We have been able to keep this balance in place, and after the new START treaty, it has improved, I believe. Сегодня мы говорили о том, каким образом сохранить этот позитив и каким образом нам
развивать отношения по самым чувствительным вопросам, включая вопросы противоракетной обороны. Today we talked about how to keep and further develop these achievements and how to develop our relations in, well, quite sensitive issues, including continued self-defense. Я уже говорил моему другу Бараку о том, что этот вопрос вполне вероятно будет решаться уже в будущем, не сейчас, а может быть году 2020, но мы должны заложить нормальные условия для сотрудничества в будущем поколений политиков. I have told my counterpart, Barack Obama, that this issue will be finally sorted in the future, like for example in the year 2020, but we, at present, might lay foundation for other politicians' activities. Мы должны создать правильную основу для сотрудничества между нашими странами в будущем. And this would be this should be a sound foundation for cooperation between our two countries in future. И, конечно, мы будем делать это, но для этого нужны политические импульсы. We will, of course, pursue this track, but political impulses are necessary. Мы говорили сегодня о ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Эти обсуждения, конечно, будут продолжены, особенно в контексте проблематики Большой Двадцатки. We have talked Middle East and North Africa. We'll continue the discussions, especially in the framework of G20. Мы обсуждали проблему урегулирования ситуации вокруг Ирана. We have dealt with settling the Iran issue. Мы также говорили о необходимости развития экономического сотрудничества между нашими странами и о форсированном вступлении России в Всемирную торговую организацию. We have also talked the necessity, and we have emphasized the necessity of improving economic cooperation between our countries and stepping up Russia's WTO accession. Я надеюсь, что мы все-таки сможем этот процесс довести до завершающего конца. I hope we'll be able to conclude this process finally. Но для этого необходимы соответствующие импульсы. But we need motivation and impetus for that. Вот, и по результатам сегодняшних переговоров мы договорились дать соответствующие поручения нашим командам. And we have agreed, as a result of today's talks, to instruct, respectively, our teams. Еще раз хотел бы сказать, что я доволен тем, как складываются наши персональные отношения. Let me once again emphasize that I'm quite happy about the way our personal relationship develops. Я надеюсь, что это будет оказывать самое позитивное влияние на межгосударственные отношения. I hope it will have a positive impact on our bilaterals. Нам еще очень много предстоит сделать. We have a lot to do together.